Hi Fox! В этом видео 15 полезных советов для начинающих водителей в Австралии. Комфортная жизнь в Австралии невозможна без личного транспорта, поэтому живете ли вы тут постоянно или приехали как турист, нужно непременно брать машину и исследовать окрестности. Прежде всего, в каждом австралийском штате и территории свое законодательство, регламентирующее правила и водительские удостоверения. В комментариях ниже я укажу ссылки на официальные сайты. Если уже есть водительское удостоверение таких стран, как Россия, Белоруссия, Казахстан или Украина, то, увы, все равно придется сдавать драйвинг-тест. Необходимо сдать теоретические и практические экзамены. Если же прав нет, то готовьтесь к затратному, долгому процессу получения австралийских прав. Если вы находитесь по категории Permanent Visa, то есть прибыли на ПМЖ, то можно использовать права своей страны первые 3 месяца, потом получать местные. Просто туристам или пребывающим в стране по временной визе, а рабочая, студенческая и бизнес-виза – это временные, то на время действия визы можно водить по правам вашей страны. Они должны быть переведены на английский язык, если в тексте нет английского дублирования. Для примера, в штате Западная Австралия сначала теория, потом 25 часов обязательного вождения с инструктором, затем практический экзамен, потом через полгода Hazard Perception Test, и то вам не выдадут полноценные права, будут еще годовые ограничения. Помню по России, как я не любила круговое движение, а тут оно крайне распространено. И такой перекресток называется roundabout. 2 главных правила езды по круговому движению. Уступать дорогу тем, кто уже на нем, и необходимо сигналить налево, когда машина находится в 90 градусов по отношению к выезду, для того, чтобы показать, что вы выезжаете с нее. Так делают все, так надо делать и вам. На дороге можно видеть специальные выделенные полосы, обозначаемые знаком, а также надписью на асфальте. Эти полосы предназначаются для автобусов и такси. Обращайте внимание на время, в течение которого запрещен проезд по ней обычному автотранспорту. Отметка на самой полосе либо знак. Часто на одной стороне нельзя ехать до обеда, а на другой после обеда. Обычно на загородных трассах, если одна полоса продолжается несколько километров, то совсем не надо совершать обгон с выездом на встречку. Всего лишь надо дождаться специального знака Overtaking Lane, то есть полоса для обгона, где дорога делится на 2, на которой вы спокойно можете совершить свой маневр. Все автомобили, которые двигаются медленнее, чем основной поток, обязаны держаться в левой полосе, чтобы другие смогли их опередить. Если вы двигаетесь на дороге с 2 и более полосами, то бывают места, где дороги сходятся в одну. Здесь не работает правило правой руки. Согласно правилам, приоритет имеет тот автомобиль, который находится впереди от автомобиля на соседней полосе. Ну и, конечно, не забываем включать сигналы поворота. Build-up area, или просто же говоря, жилая зона, скорость 50 км в час по умолчанию. Если рядом находится школа, о чем непременно будет сообщать знак, то 40 км в час. Но данное ограничение действует только в период времени, указанный на знаке. На хайве или скоростной дороге бывает разная скорость, обычно минимум 80, а максимум 110 км в час. Первый нежданчик – это так называемый Blister Island, имеет обтекаемую форму острова, задача которого – ограничить скорость потока. Как видно по картинке, они могут сильно выступать, заставляя машину снижать скорость и огибать их. Вот тут осторожно, велосипедисты, мотоциклисты, прочие машины едут рядом с вами. Медиан или срединный остров используется для регулирования движения и для пешеходов, чтобы обеспечить им безопасный переход. Иногда этот остров может быть таким широким, что на нем располагается целый лес. Порой это вводит в заблуждение, так как полосы противоположного движения за лесом не видно, и вы банально не уверены, едете ли вы по односторонней дороге или это уже двусторонняя. Slow point – иная разновидность способа снижения скорости потока. Опять-таки, встретив такое препятствие, вы снизите скорость, обходя ее. Такие штуки вынуждают велосипедистов совершать довольно резкие перестроения, что заставляет водителя лишний раз дрогнуть. С велосипедистами лучше не целоваться на дороге. А почему, узнаете дальше.
Поначалу можно запутаться, разгадывать шифр знаков парковки. Посмотрите на наиболее распространенные. Например, 1/2 P с 9 до 10 Monday to Saturday обозначает, что можно парковаться бесплатно максимум до получаса с 9 утра до 22 вечера с понедельника по субботу. Красные буквы запрещают парковаться обычному транспорту. Например, буква C – это Clearway с 7 до 9 утра Monday to Friday. Обозначает, что автомобиль нельзя ставить с 7 до 9 утра с понедельника по пятницу, иначе он будет эвакуирован. Запрещено ездить по велосипедным дорожкам. Если велосипедист едет по трассе, то вы обязаны объезжать его согласно дистанции, указанной на рисунке. Конкретно в штате Западная Австралия очень строго с наказанием за сбитого велосипедиста. Здесь велика вероятность получить тюремный срок при такой ошибке автолюбителя. Велосипедисты это знают и очень нагло, самоуверенно себя ведут на дорогах, забывая, что противостояние автомобиля и велосипеда последний проигрывает самыми печальными последствиями. Также порой спортсменов можно встретить там, где и не подумаешь, какие-нибудь дикие удаленные хайвеи, горы, сложные узкие участки дорог, причем он может занять целую полосу, и машине в некоторых случаях банально не остается ничего другого, как плестись за ним. В Австралии водителям разрешается употребление одного стандартного напитка, по-английски называемого Standard Drink. В общем, суть в том, что неважно, какая крепость или объем, главное, чтобы выпитое не составило больше 10 грамм спирта. То есть, если вы выпили, например, 1,5 бокала вина или 30 мл коньячку, за руль вам сесть разрешается, но не больше. Кстати, если вас поймают за превышение алкоголя в крови в выходной или праздничный день, то будет наложен штраф в 2 раза больше обычного. Такие тут правила. Если вы попали в аварию, необходимо совершить следующие действия. Вызвать при необходимости скорую, полицию или пожарную по номеру 300. Оказать помощь пострадавшим. Если ущерб составил до $3000 и без сильных травм, то можно не уведомлять полицию. Для этого нужно позвонить в страховую компанию, переписать как можно больше данных второй стороны, информацию на водительском удостоверении, страховой полис, телефоны, вызвать буксир в случае необходимости. Если вас попросил остановиться полицейский, выходить из машины не нужно, если только вас об этом не попросили. Из документов приготовьте свое водительское удостоверение. Далее выполняйте инструкции полицейского. К сожалению, не бывает все идеально. Так и австралийские идеальные дороги омрачаются наличием сбитых диких животных. Это печальное зрелище, но, к сожалению, человеческая цивилизация не может остановиться в своем грубом вмешательстве в мир природы. Направляясь в путь по Австралии, будьте готовы встретить семью уток, решивших перейти дорогу, черепах, зверей покрупнее, дикобразов, эму, ну и, конечно же, кенгуру. Особенно на загородных дорогах дикие кенгуру встречаются часто и могут запросто выскочить на дорогу. Поэтому жестко следуйте правилу, которое знает любой местный житель. Не ездить рано утром и вечером после 5, так как в это время кенгуру начинает свою активность. Но если трагическое событие все же случилось, вы сбили кенгуру, его надо убрать с дороги. Если же вы видите на своем пути животное, а сзади вас идут машины, то австралийцы не рекомендуют тормозить вообще. Если вы резко остановитесь, с очень большой вероятностью машина сзади не успеет отреагировать. По правилам в машине должно быть только запасное колесо, но при дальних дистанциях рекомендуется иметь воду и канистры для бензина, так как иной раз расстояние от заправки до заправки может измеряться сотнями километров, и в сельских заправках нет гарантии, что они будут работать вечером или в выходной. Если вы недавно в стране и уже морально приготовились сесть за руль, я бы порекомендовала взять один или парочку уроков с инструктором. Все-таки страна имеет свою специфику. Владельцу российских прав некоторые вещи будут казаться непонятными, где одной интуиции будет недостаточно. А уж тем более, если вы получаете права в первый раз, без инструктора просто не обойтись. В штате Западная Австралия есть русскоговорящий инструктор Роман, который научит вождению на родном понятном языке. Кстати, их фирма предлагает один бесплатный урок для владельцев PR или новичков без опыта вождения. Контакты указаны ниже. Надеюсь, данное видео пролило свет на некоторые спорные моменты вождения в Австралии. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Совсем скоро еще больше видео. Пока-пока!